Дорогие мои подписчики и гости канала, здравствуйте! Сегодня хотела бы вам показать, как оставить петли открытыми в начале вязания, если у вас есть на эти петли какие-то планы. Например, сшивать края изделия вместе на 3 спицах либо иглой. Я предлагаю вам 3 способа. Использую я в основном только один, но как варианты 2 тоже знаю. Этот способ я использую редко. Значит, укладываем, берем нить. Эта нить вспомогательная, дополнительная. Эта нить основная. Мы укладываем вот таким вот образом. Берем спицу и делаем набор вот таким образом. В этом случае мы набираем ровно столько петель, сколько вам необходимо для вашего полотна, по вашим расчетам. Двадцать 22 петли я набрала. Нить нужно обрезать вспомогательную. И далее вы действуете по вашему рисунку. Сейчас мы в изнаночном ряду снимаем первую петлю. Я буду вязать лицевой гладью для примера. Вы вяжете тем узором, который вы наметили по своим расчетам. То есть вяжете далее изделие до того момента, значит, когда вы подойдете к концу, у вас останутся открытыми петли в окончании, и тогда нужно будет просто срезать эту нить. Вот в этом случае нить срезается. Далее провяжу несколько рядов. Этот набор предполагает сначала набор на дополнительную нить вспомогательную. Мы делаем набор стольких петель, сколько вам необходимо, или немного больше. Подсоединяем основную нить. Вспомогательную обрезаем. Так удобней. И теперь, начиная с первой, поднимаем петли основной нитью. Столько, сколько вам необходимо по вашему расчету для вашего полотна. 22 петли. И теперь также продолжаем вязать, как вы вяжете основное полотно. Сейчас мы в изнаночном ряду снимаем первую петлю. Я снимаю. Можно провязать в первом самом ряду. Вот сейчас мы можем провязать первые и последние. Первую я сняла. Теперь я буду вязать полотно лицевой гладью. Вы действуете по своему рисунку. Последнюю подтягиваем в начале. И еще один способ оставить петли открытыми. Этот способ занимает у меня гораздо больше времени, поскольку крючком я не вяжу, но он мне нравится больше. Так, делаем первую петлю. То, как делает, не знаю. Я делаю так. И теперь набираем цепочку воздушных петель. Петель нужно набрать. Петли нужно набирать свободными, это первое. А второе, петель нужно то количество, которое вам нужно для полотна,
а лучше немного больше, на 2-3 петли. Набирать лучше свободно. Вот сейчас мы делаем цепочку из воздушных петель вспомогательной нитью, которая у нас не будет участвовать в основном полотне. Мне нужно 22 петли, я наберу чуть больше петель. Нить вспомогательную обрезаем. Мы будем использовать, вот наша косичка, мы будем использовать обратную сторону. Нам нужны будут вот эти перемычки. Первую трогать мы не будем. Начнем со второй. Подсоединяем рабочую нить и вытягиваем петли основной нитью, входя в каждую перемычку. Я делаю это крючком, это удобней, нежели делать это спицей. Но спицей это тоже делается. Стараться не промахиваться, чтобы не зацепить какую-нибудь лишнюю ниточку, поскольку тогда неудобно будет снимать эту нить. В этом случае нить обрезать не обязательно. Так, сейчас перенесу эти петли на спицы и покажу, что спицами это тоже делается. Но это не так удобно, как крючком. Так, входим в перемычку. Вытягиваем петлю и таким же образом точно вытягиваем петли, поднимаем спицей. Продолжу я крючком. Вы действуйте как вам удобно. Петли я могу набирать в разнобой. Они встанут где-то бабушкиными, где-то классическими. Просто в первом ряду буду провязывать все за правую стенку. Периодически нужно переносить на спицу, поскольку у меня крючок не соответствует номерам спицы, чтобы петли были одного размера. И продолжаю точно так же до конца. Мне нужно набрать 22 петли. Переносим на спицы. И теперь точно так же, как и во всех остальных случаях, петли у нас подняты. Теперь мы просто вяжем так, как мы должны вязать по рисунку. У меня это лицевая гладь, и вы действуете согласно вашего узора. Вот, кстати, видите, в разнобой набраны петли были. Здесь у нас ничего не перекрутилось. Здесь я набирала за переднюю стенку, а здесь будет у меня за заднюю. Раз уж я так сделала. Либо просто переставляем и провязываем. Подтягиваем нить. Теперь уже петли стоят как нужно. Я продолжаю вязать лицевую гладь. Вы действуете согласно вашего рисунка. Вот так выглядит сейчас наборный край первого варианта. То есть, когда мы две нити одновременно держали вместе.
В этом случае мы можем нить вытянуть дополнительную. Вот таким образом. Лучше тупой спицей, конечно, это делать. И так вытягивать ее до конца ряда. И вот у нас открываются петли. Одновременно мы эти петли все отправляем на спицу. Либо это можно обрезать. И, кстати, петли можно еще пока не разобран этот ряд, их можно уже прямо сейчас отправить на спицы. Вот таким образом. И так можно действовать во всех случаях дополнительной нити. Так я и сделаю сейчас по всему наборному ряду. Так, и последняя вот здесь. И теперь просто обрезаю. Главное не обрезать основную нить где-нибудь в нескольких местах и аккуратно вынимать ее. Бояться нечего, петли уже на спице. Главное, когда режем, не подцепить основную нить. Вот так выглядят петли этого края. Вот таким образом сейчас выглядит второй вариант. Когда мы просто набирали, наборный ряд был дополнительной нитью. И второй ряд уже был, это пошла основная нить рабочая. Этот вариант точно так же срезается. Прихватываем петли, отправляем их на спицу. Сделаю вот таким образом. Сразу же отправлю их на спицы, петли. Вот таким образом выглядят петли. В принципе, то же самое, что и в первом варианте. И вот как выглядит третий вариант, который я вам говорила, что мне нравится больше всех. И вы сейчас, наверное, поймете, почему. Так, поскольку я вытянула эту петлю, я ее сейчас назад вытяну. И теперь мы делаем просто из первой петли нужно вытащить, и остальные просто вот таким образом распускаются. Сейчас мы должны все их отправить на спицу. Можно сделать это вот таким образом. Так, вот. Вот.
Я надеюсь, вам вполне понятно, почему этот способ нравится мне больше. Петли не вытягиваются в таком случае. Они более ровные остаются. Вы выбираете способ, который вам больше понравился. Я чаще всего пользуюсь этим. Надеюсь, это видео было вам полезным. Ставьте, пожалуйста, лайк, не забывайте. Канал Вяжем вместе. Всего доброго, Марина.